Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам, какие овощи я замораживаю на зиму. Также расскажу, что именно я готовлю из этих овощей. Замораживать я буду помидоры, болгарский перец, баклажаны, овощные смеси, соус для вторых блюд, кабачки, фасоль и зелень. Надеюсь, в этом видео вы найдете что-то полезное и для себя. Помидоры я замораживаю несколькими способами. Для первого способа помидоры моем, просушиваем и нарезаем на кружочки. Кружочки выкладываем на подложку, покрытую полиэтиленом. Между слоями тоже простилаем полиэтиленовые пакеты. Уже подмерзшие кружочки помидоров выкладываем в специальные зип-пакеты или контейнер. Такие кружочки помидоров мне пригодятся, когда я буду печь пиццу. Для следующего способа помидоры нужно измельчить в блендере. Полученное пюре разливаем по силиконовым формам и замораживаем. Такое пюре я использую для супов, гарниров и мясных блюд. Храню в зип-пакете. Из пакета я выкачиваю лишний воздух с помощью трубочки для сока. Ну а следующий способ самый легкий и простой. Просто нарезаем помидоры на 2 или 4 части, выкладываем на подложку и замораживаем. Зимой я использую их для гарниров. Также часто добавляю поджарку для супа. Замороженные помидоры я храню в контейнере. Ну а теперь буду готовить острый, очень вкусный соус для гарниров и различных мясных блюд. Красный болгарский перец измельчаем в блендере. Также в блендере измельчаем помидоры. Помидоры и перец я беру 1 к 1. Количество всех ингредиентов я укажу в описании под видео. Далее в блендере измельчаем чеснок, горький перец, базилик, укроп и кинзу. Полученную смесь добавляем в смесь помидоров с перцами, солим и перемешиваем. Выкладываем порционно в силиконовые формочки. Зимой при необходимости можно достать нужное количество соуса. Также можно заморозить в специальных пластиковых контейнерах нужного вам размера. Замороженный соус вытаскиваем из силиконовых формочек и выкладываем в зип-пакет. Для удобства также можно хранить в контейнере. Ну а далее будем замораживать перец. Перец нужно промыть, обсушить, очистить от семян и нарезать соломкой. Зимой я добавляю такой перец в супы и различные гарниры. Выкладываем на подложку, застеленную полиэтиленом, и отправляем на заморозку. Замороженный перец перекладываем в контейнер и отправляем на хранение в морозильную камеру. Также я замораживаю перец крупными кусочками. Зимой я добавляю в рагу. При необходимости перед использованием можно нарезать по своему желанию. Замороженный перец перекладываем в контейнер и отправляем на хранение в морозильную камеру. Зеленый лук промываем под холодной водой, выкладываем на полотенце и просушиваем. Лук мелко нарезаем, выкладываем на подложку и отправляем на заморозку.
Замороженный зеленый лук пересыпаем в пластиковую бутылку. Можно также хранить в зип-пакете, либо в контейнере. Но такой способ мне больше всего нравится. Кинзу и укроп промываем под холодной водой, выкладываем на полотенце и обсушиваем. Зелень мелко нарезаем, выкладываем на подложку и отправляем на заморозку. Замороженную зелень пересыпаем в контейнер и отправляем на хранение в морозильную камеру. Баклажаны я замораживаю двумя способами. Для первого способа баклажаны нарезаем на кружочки и обжариваем на сковороде с двух сторон до готовности. Чтобы баклажаны не горчили, их следует вымачивать в холодной соленой воде 10 минут. У меня баклажаны совсем не горчат, поэтому вымачивать их в соленой воде не было необходимости. Обжаренные баклажаны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Замораживаю я баклажаны после остывания, выложив на подложку, застеленную полиэтиленовым пакетом. Зимой из них можно готовить вкусные закуски, рагу или салаты. Для следующего способа баклажаны нарезаем полукольцами и опускаем в кипящую подсоленную воду. Бланшируем баклажаны 3 минуты. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы стекла лишняя вода. Далее выкладываем на подложку и отправляем на заморозку. Баклажаны я храню в контейнере. Из контейнера зимой удобнее всего брать нужное вам количество овощей. Использую я такие баклажаны в рагу и различных гарнирах. На очереди у нас кабачки. Кабачки я нарезаю на достаточно крупные кубики и сразу пересыпаю в пакет для хранения. При заморозке кабачки не слипаются. Зимой я добавляю в различные гарниры, котлеты, рагу. Можно просто обжарить. Вообще кабачки очень хорошо переносят заморозку. Далее будем замораживать овощную смесь. Кабачки нарезаем на крупные полукольца. Морковь также нарезаем на крупные полукольца. Болгарский перец нарезаем на крупные кусочки. Помидоры нарезаем пополам и еще раз пополам. Овощи соединяем и перемешиваем. Раскладываем по пакетам. Избавляемся от воздуха и отправляем на заморозку. Зимой овощи можно запечь в духовке, либо приготовить рагу на плите. Фасоль хорошенько очищаем, промываем, обсушиваем и произвольно нарезаем, как вам больше нравится. Нарезанную фасоль пересыпаем на подложку и замораживаем. Зимой добавляю фасоль в супы или готовлю рагу из фасоли с курицей. Храню фасоль в пластиковом контейнере. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным.
Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч!